Всем привет! Я приехала в столицу Турции. И это не Стамбул, это Анкара. Этот город посещает не так много туристов, а зря, ведь Анкара действительно очень интересное место. И сегодня я покажу вам самые главные достопримечательности столицы Турции. В 1923 году Мустафа Кемаль Ататюрк перенес столицу из Стамбула в Анкару. Кто-то говорит, что первый президент Турции просто не любил Стамбул. Однако на самом деле это решение было принято умом, а не сердцем. Анкара занимает выгодное стратегическое положение. Она находится на пересечении торговых путей. Кроме того, Анкара удалена от государственных границ, а это значит, что в случае нападения врага столица не стала бы первой мишенью. Анкару принято считать административным центром Турции. Однако это далеко не все ее функции. Анкара – это крупнейший промышленный, экономический, научный и культурный центр страны. Город интересен и с точки зрения туризма. В Анкаре гармонично сочетаются исторические и современные достопримечательности. Кроме того, здесь расположены важнейшие музеи Турции. В Анкаре можно гулять по старинным улочкам и осматривать руины римских времен, пить кофе на песке и знакомиться с традиционной кухней. А можно посещать выставки современного искусства, концерты известных музыкантов и модные рестораны. В этом городе каждый найдет то, зачем приехал. В Анкаре большой выбор отелей, от современных до исторических. Я решила поселиться в самом центре столицы Турции, чтобы до старого города можно было дойти пешком. Когда я искала отель в Анкаре, самым главным для меня было расположение неподалеку от старого города и хорошие отзывы. Когда я изучала отзывы даже у пятизвездочных отелей, я заметила, что люди часто пишут, что в отелях прокуренные номера. Для меня это абсолютно неприемлемо, поэтому я очень внимательно изучала отзывы, чтобы выбрать себе отель. В результате я нашла хороший вариант – четырехзвездочный отель «Будай». Кстати, это название переводится с турецкого как «пшеница», но ничего общего с пшеницей я тут пока не нашла. Отель удачно расположен в пешей доступности от старого города, примерно в 5 минутах ходьбы от метро Улус. У него приятная цена. В описании под видео я оставлю для вас ссылочку, по которой вы сможете посмотреть, сколько будет стоить этот отель на ваши даты. У отеля хороший рейтинг. Единственное, к чему придираются туристы в отзывах, это стройка, которая находится неподалеку. А рядом с отелем строят новый стадион. И окна моего номера как раз выходят на эту стройку. При открытых окнах действительно днем что-то слышно, но если закрыть окна, то абсолютно ничего мне не мешает. Также отмечу, что в отеле очень хорошая шумоизоляция. Соседи у меня есть, но я их абсолютно не слышу. В отелях Турции это действительно редкость, поэтому я вот это отмечаю. В целом номер мне понравился, он современный, уютный, приятный. Здесь есть и кондиционер, и батарея, то есть будет не жарко летом, не холодно зимой. Также здесь оказались хорошие завтраки. На завтраке есть несколько горячих блюд, овощи, выпечка, холодные закуски, десерты, немного фруктов, вкусный чай, хороший кофе, холодные напитки. В ресторане чисто, приятно, персонал тут приветливый, хорошо следит за чистотой. Вообще отмечу, что в этом отеле очень чисто и в номере, и в ванной комнате. Все действительно приятное. И для меня важно, что тут нет никакой прокуренности. Везде приятно пахнет. В общем, отель мне понравился, поэтому в описании под видео оставляю вам и его название, и ссылочку. Я думаю, что это хороший вариант для остановки в Анкаре. Что посмотреть в Анкаре? Я расскажу о главных достопримечательностях столицы Турции. Начать знакомство с Анкарой я предлагаю с осмотра старого города. Именно здесь возникло первое поселение на территории современной столицы. Гуляя по району Улус, вы увидите, как выглядела Анкара несколько веков назад. Некоторые сооружения здесь оригинальны, а некоторые были отреставрированы.
Например, в квартале Хамаманю вы можете полюбоваться домиками в османском стиле. Несколько лет назад их привели в идеальный вид. Гуляя по узким улочкам старого города, непременно сделайте паузу, чтобы выпить кофе по-турецки, сваренный на песке. Если вы любите посещать музеи, то Анкара точно вас порадует. Здесь есть что посмотреть. Среди всех музеев особенно выделяется Музей анатолийских цивилизаций, один из важнейших в Турции. В старом городе находится крепость Анкары. Она отлично сохранилась. Цитадель Хисар расположена на вершине холма. Ранее это было важно со стратегической точки зрения, а сегодня стало подарком для туристов, ведь отсюда открывается отличный вид на центр Анкары. Историки считают, что внутренние стены цитадели возводили хеттские племена, а над внешними трудились греки, римляне и византийцы. В XI веке ее захватили сельджуки. На обед я отправилась в ресторан-музей Кынаджизаде Канае в старом городе. Он занимает особняк, построенный в конце XIX века. Его отреставрировали и превратили в музей, при котором работает ресторан традиционной турецкой кухни. Здесь можно не только вкусно поесть, но и культурно обогатиться. Сотрудники с удовольствием покажут 5 различных комнат с экспозициями. Название этого интересного места я прописала под видео. В Анкаре можно увидеть несколько интересных мечетей. Самая известная – мечеть Хаджи Байрам. Она построена в начале 15 века, а ее реконструкцией занимался самый известный архитектор Османской империи Мимар Синан. Рядом с этой мечетью вы увидите руины храма Августа и Ромы, возведенного здесь в IV веке. В Анкаре отлично развитая система общественного транспорта. Есть автобусы и метро. Чтобы на них ездить, нужно купить специальную карточку. Она выглядит вот так. И осенью 2024 года она стоит 60 лир. Эту карточку я купила в кассе метрополитена. Там же можно ее пополнить. Если вы пополняете наличными, удобно сделать это прямо в кассе. Если вы пополняете с помощью банковской карты, то там увидите специальный терминал. Просто подходите, выбираете сумму, на которую вам нужно пополнить, и кладете ее туда. Такую карту можно купить одну на всю семью и пополнять по мере необходимости, пользоваться ей в метро и в автобусах. Сейчас поездка стоит 21 лиру. Также в Анкаре можно передвигаться на такси. Просто выходите на дорогу, ловите желтую машинку с надписью «такси» и едете по счетчику. Для примера могу сказать, что я ехала от старого города до Атакуле. Это заняло примерно 15 минут и стоило около 250 лир. Я приехала в самое значимое место Анкары, да и вообще всей Турции. Это Аныткабир, мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, первого президента Турции, которого еще называют отцом Турции. И сейчас я расскажу вам историю этого места и почему каждому туристу нужно его посетить. Мустафа Кемаль Ататюрк – первый президент Турции. Он упразднил султанат и пришел к власти в 1923 году. Однако не только за это его с уважением называют отцом Турции. Ататюрк провел множество важнейших реформ. Он уравнял права мужчин и женщин, ввел закон о фамилиях, навел порядок в экономике и системе образования, сделал страну по-настоящему светской. Это лишь малая часть его заслуг. Ататюрк завоевал всенародную любовь еще при жизни.
А в день его смерти Турция погрузилась в глубокий траур. Сегодня каждый турок стремится побывать в Аныткабире, мавзолее Ататюрка. Этот грандиозный комплекс занимает площадь 750 тысяч квадратных метров. Аныткабир построен в неоклассическом стиле и содержит в себе элементы хеттской, древнегреческой, сельджукской и османской культур. Мемориальный комплекс состоит из 4 частей: Дорога львов, Парк мира, Церемониальная площадь и Зал славы. В Аныткабире можно увидеть коллекцию автомобилей, на которых ездил Ататюрк, понаблюдать за сменой караула и, конечно, отдать дань уважения первому президенту Турции. Это место однозначно стоит посетить, потому что оно производит огромное впечатление и хранит в себе важнейшую часть турецкой истории. У меня за спиной находится символ современной Анкары – Атакуле. В переводе с турецкого означает «башня отца». Это название символичное, потому что в Турции очень почитают своего первого президента – Ататюрка, и его называют отцом Турции. И Атакуле – башня отца. Вы можете догадаться, кому она посвящена. Внутри находится торговый центр, хорошие рестораны и смотровая площадка на самом верху. И сейчас я собираюсь туда подняться. Давайте посмотрим, какой открывается оттуда вид. Башня Атакуле – это не просто смотровая площадка. Это целый торгово-развлекательный комплекс, на территории которого также проходят различные культурные мероприятия. Они интересны как местным жителям, так и туристам. Тут можно полюбоваться скульптурами, послушать живую музыку, попасть на интересную выставку или концерт. Но, конечно, в первую очередь туристов привлекает смотровая площадка с панорамой 360 градусов. Высота башни Атакуле 125 метров. Конечно, с верхнего уровня можно увидеть Анкару во всей красе. Кроме того, в Атакуле расположены самые модные рестораны города. Среди них вращающийся ресторан на высоте. Из интересных развлечений здесь можно попробовать полет над Анкарой или прогулку на огромной высоте в очках виртуальной реальности. Тут же можно закупиться лукумом, который производят по оригинальным рецептам с 1777 года, а также посетить необычный кинотеатр, в котором есть залы с настоящими кроватями. Напишите в комментариях, видели вы такое раньше или нет. Мне понравилась возможность отдохнуть на газоне на крыше торгового комплекса, прямо у башни Атакуле. Можно перевести дух, сесть под березой и любоваться Анкарой. Тут же часто проводятся концерты, фестивали и другие культурные мероприятия. Рядом с башней находится красивый парк с фонтанами. Тут приятно прогуляться и сделать снимки с видом на Атакуле. Здорово попасть в такое место в мегаполисе. Кстати, отмечу, что туристов в Анкаре гораздо меньше, чем в Стамбуле, поэтому и гулять по столице Турции оказалось комфортнее. Ставьте лайк, если вам понравилась Анкара. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.